Когда домработница продолжала вести себя странно и непредсказуемо, владелец решил, что лучшим решением будет установить камеры по всему дому. Но то, что он увидел, когда проверил их, было невероятным и повергло его в состояние шока. Когда он вошел в свой дом в конце долгого рабочего дня, Дэниел не смог подавить раздраженный стон, который вырвался из глубины его горла. Вот оно снова, это ужасное зловоние, от которого он, казалось, не мог избавиться. Давно исчез приятный запах свежих цветов и свечей, к которому он привык за последние несколько месяцев. Когда он снял пальто и ботинки и прошлепал на кухню, он также был удивлен, обнаружив грязную кружку в раковине. Дэниел вздохнул. Как все дошло до этого? Несмотря на то, что он был измучен, он подошел к раковине и начал мыть кружку. В микроволновке его ничего не ждало, и он был вынужден позвонить в ближайший ресторан и попросить, чтобы пиццу доставили как можно скорее. Исчезли и те маленькие знаки внимания, к которым он привык и которые помогли ему встретить эту последнюю часть дня с улыбкой. Ирония не ускользнула от него. Этот мужчина средних лет высоко ценился в индустрии бизнес-коучинга, его опыт и исключительная способность мотивировать других сделали его востребованной фигурой в корпоративном мире. Как ни странно, ему было чрезвычайно трудно мотивировать себя готовить или убирать в доме, когда он не был в офисе. Его график всегда был забит встречами, конференциями и сетевыми мероприятиями. При таком беспокойном образе жизни ему было почти невозможно самостоятельно содержать свой большой дом или даже должным образом заботиться о себе. Несколькими месяцами ранее, осознав, что ему нужна помощь в ведении большого и загруженного домашнего хозяйства, Дэниел, наконец, решил нанять горничную по имени Сара. Сара, энергичная молодая женщина в возрасте около 20 лет, излучала энтузиазм и профессионализм с того момента, как переступила порог его дома. Расхваливая свои безупречные организаторские способности и скрупулезное внимание к деталям, она произвела впечатляющее впечатление на Дэниела во время их первых встреч. Стремясь проявить себя, Сара неизменно приходила пунктуально каждое утро за несколько минут до ухода Дэниела на работу с теплой улыбкой и дружеским помахиванием на прощание. Как только за ними закрылась дверь, Сара немедленно погрузилась в работу по поддержанию чистоты и порядка в доме Дэниела. С непоколебимой преданностью делу и неподдельной гордостью за свою работу она тщательно прибрала каждый уголок, не оставив нетронутым ни одного уголка. Каждый вечер Дэниел возвращался в безукоризненный дом, в котором гармонично сочетались чистота и организованность, благодаря непоколебимому стремлению его молодой домработницы к совершенству. Сара не только преуспела в уборке, но и продемонстрировала умение добавлять продуманные штрихи, которые скрашивали день Дэниела. Она часто удивляла его, расставляя свежие цветы в разных уголках дома, создавая атмосферу спокойствия и тепла. Несколько раз она готовила еду и оставляла ее в микроволновке ждать, когда он вернется с работы. Дэниел очень ценил эти жесты и чувствовал, что ему повезло иметь такую старательную и внимательную горничную. Это действительно намного облегчило его жизнь, особенно после тех долгих и утомительных дней. Однако по прошествии времени Дэниел не мог не заметить постепенного снижения уровня работы домработницы. Дом больше не обладал прежней первозданностью, и казалось, что Сара стала менее скрупулезной в своей уборке. Иногда Дэниел обнаруживал немытую посуду или заброшенную уборку пылесосом, и он начинал задаваться вопросом, чем именно она занимается в доме, когда остается совсем одна. Когда тем вечером он заметил грязную кружку, ему было действительно трудно поверить, что у нее не было времени вымыть ее перед уходом на целый день. В конце концов, это была всего лишь кружка. Но что по-настоящему встревожило Дэниела, так это необычный запах, который начал проникать в его дом. Это был незнакомый запах, и он не мог точно определить, что бы это могло быть. Он также не мог определить источник зловония, а это означало, что он не мог попытаться остановить его самостоятельно. Как ни странно, когда он спрашивал Сару об этом, она всегда отрицала, что чувствовала какой-то необычный запах.
Она больше не покупала свежие цветы, но по-прежнему зажигала ароматические свечи по всему дому и настаивала, что может чувствовать только их запах. Он почти начал верить, что сходит с ума или что странная штука, которую она чувствовала, на самом деле исходила от него. Была ли у него какая-то вонючая инфекция в носовых пазухах, или у него был запах тела? В дополнение к его растущим опасениям Дэниел обнаружил, что его счета за электричество резко выросли с тех пор, как он нанял Сару. Это тревожное открытие подтолкнуло его к краю, и он решил раскрыть правду, стоящую за этими подозрительными происшествиями. Это, конечно, было ненормально, и Дэниел, обычно доверчивый человек, действительно начинал относиться к Саре с подозрением. Что она делала в этом доме, который потреблял так много электричества, и откуда, черт возьми, взялся этот запах? Даже при широко открытых окнах запах был таким же сильным и едким, как всегда. Как она могла сказать, что ничем необычным не пахло? Что-то не сходилось. Полной решимости разобраться в ситуации, Дэниел разработал гениальный и тщательно продуманный план. Он незаметно установил обширную сеть скрытых камер по всему своему дому, хитро расположив их в стратегически важных местах, чтобы запечатлеть каждый уголок. Затаив дыхание, он надеялся, что эти секретные устройства наблюдения наконец раскроют секреты необъяснимого небрежного отношения Сары к своим рабочим обязанностям, что более важно, стойкого и таинственного запаха, который преследовал его дом. Эти камеры были тщательно скрыты, искусно вписываясь в окружающую обстановку, что означало, что любое случайное обнаружение было крайне маловероятным. Это означало, что Дэниел мог отслеживать в режиме реального времени любые события, происходящие в стенах его дома. Это, безусловно, помогало успокоить его встревоженный разум в течение долгих рабочих часов. Однажды ранним утром, сразу после того, как Дэниел зашел на свое рабочее место, он получил доступ к прямой трансляции со своих скрытых и очень сложных камер видеонаблюдения с помощью своего надежного и ультрасовременного мобильного устройства. Беспокоясь о том, что он может увидеть, он с облегчением обнаружил, что Сара занимается возложенными на нее обязанностями, чисткой, подметанием и наведением порядка. Удивительно, но не было обнаружено ни малейшего подобия чего-либо отдаленно необычного или диковинного. Улыбаясь про себя, он сунул телефон в карман, довольный тем, что Сара не делает ничего плохого. Остаток дня он провел, не задумываясь о том, что происходит дома. Однако позже тем же вечером, прежде чем покинуть офис, Дэниел решил еще раз проверить запись с камеры. Он ожидал увидеть чистый и опрятный дом, в котором давно не было Сары. Но то, чему он стал свидетелем, потрясло его до глубины души. Сара все еще была в его доме, несмотря на то, что по контракту она должна была уехать несколько часов назад. Это было достаточно тревожно, но то, что она делала, было самым шокирующим из всего. Он наблюдал, как она сняла одежду и танцевала в его гостиной. Затем она постирала свою одежду в стиральной машине. Это выглядело так, как будто она полностью пренебрегла своими обязанностями и чувствовала себя как дома в буквальном смысле этого слова. Но почему на ней была его одежда? Что заставило ее думать, что она имеет право делать что-то настолько дикое, выходящее за рамки дозволенного? Дэниел наблюдал, как Сара заварила себе чашку теплого чая, намазала губы губной помадой, а затем отпила из его любимой кружки, убедившись, что на краю осталось большое ярко-красное пятно. Затем она прошла в его спальню, схватила со стола его дорогой одеколон и побрызгала им на все свое тело. Но то, что она сделала дальше, было еще более поразительным. Сара открыла флакон духов, выудила из кармана другой флакон и вылила содержимое в его драгоценный одеколон. Она смешивала свои духи с его. Дэниел был в ужасе. Зачем ей делать что-то подобное? Однако шокирующее откровение на этом не закончилось, и то, что произошло дальше, вызвало волну удивления, пробежавшую по телу Дэниела. Крайне тревожное поведение и сомнительные действия Сары продолжились, когда она отважилась зайти в одну из редко посещаемых Дэниелом свободных комнат.
Затем она, пританцовывая, подошла к одной стороне комнаты и намеренно сдвинула несколько ящиков, чтобы открыть ранее невидимую дыру. Она намеренно врезалась в стену. Однако то, что ожидало в этой импровизированной полости, было поистине безумным. Сара ухаживала за коллекцией растений, используя очень сложную систему освещения для поддержания их роста. Дэниелу не потребовалось много времени, чтобы понять, что эти растения были незаконными. Внезапно непомерные объемы потребляемой электроэнергии обрели полный смысл, как и странный, но резкий запах, наполнивший его дом. Это поразительное открытие вызвало в Дэниеле непреодолимую волну гнева, и он закипел от ярости. Без колебаний Дэниел собрал видеозапись и отправил ее Саре с кратким, но, несомненно, простым сообщением: «Ты уволена». Наблюдая за реакцией Сары через камеры, он стал свидетелем того, как шок на ее лице сменился страхом. Она огляделась, пытаясь определить, где находятся камеры, которые зафиксировали ее действия, но они были так хорошо спрятаны, что она не смогла их обнаружить. Осознав серьезность своих действий, она поспешно сбросила одежду Дэниела и снова натянула свою. Она запихнула все обратно в ящик и собрала растения и светильники в отчаянной попытке стереть любые улики или связь с домом. Сара скрылась с места преступления, и Дэниел больше никогда ее не видел. Все это время он наблюдал за происходящим, ошеломленный и испытывающий чувство предательства. Дэниела быстро осенило, что Сара не только использовала его дом для незаконного выращивания запрещенных веществ, но и была чем-то вроде одержимости им. Она носила его одежду и брызгалась его одеколоном, чтобы чувствовать себя ближе к нему и как будто у нее была с ним более глубокая связь. Чем больше Дэниел думал об этом, тем больше он приходил к пониманию того, что, возможно, Сара, оставлявшая цветы в его доме и готовившая для него еду, была ее способом еще больше внедриться в его жизнь и вести себя так, как будто у них двоих были отношения, выходящие за рамки отношений работодателя и служащего. Вероятно, она перестала заботиться о нем, когда поняла, что он не отвечает взаимностью на ее внимание, и пыталась проникнуть в его сердце более тонким способом. Это вызывало у него тошноту, и все же Дэниелу было жаль Сару. Грустно было жить в таком заблуждении. Хотя Дэниел мог бы сообщить о Саре властям, он вместо этого решил позволить карме отыграться за последствия. Он верил, что ее обманные действия в конечном итоге настигнут ее, послужив гораздо более суровым наказанием, чем любые юридические последствия. Он просто оставил бессловесный отзыв в 1 звезду на ее странице и предоставил миру разбираться с ней. С тяжелым сердцем Дэниел сосредоточился на восстановлении и охране своего дома, гарантируя, что подобное злоупотребление доверием никогда не повторится в будущем. К счастью, Сара никогда не пыталась отомстить ему или даже связаться с ним. И когда он решил, что готов нанять новую домработницу, он позаботился о том, чтобы брать интервью только у пожилых дам с безупречными рекомендациями. «Обмани меня 1 раз, позор тебе, обмани меня 2, позор мне». И он не собирался позволять одурачить себя снова. Итак, теперь дело за вами. Что вы думаете об этой невероятной истории? Как бы вы отреагировали, если бы были на месте Дэниела и стали свидетелем неподобающего поведения его горничной? Предупредили бы вы власти и позволили бы им разобраться с ней, или вы бы предоставили это судьбе и карме, как это сделал Дэниел? Как всегда, мы рады вас слышать, поэтому обязательно оставляйте свои мысли и мнения в разделе комментариев ниже.